Разберем подключение, настройку, установку и настройку мониторинга для APC Smart, то есть для источника бесперебойного питания. Рассмотрим пример работы Smart UPS 2200, 1500 и 1000. Все они одного производителя APC, все работают на одном шаблоне, отличие только в количестве проверок. Веб-интерфейс и настройки у них схожие. После того, как установили данную ИПБ в стойку, ее нужно подключить. Подключается она двумя способами. Либо кабелем COM-порт, либо кабель USB и RJ50. RJ50 отличается тем, что здесь 10 пинов. Не как стандартный RJ45 8 пинов, здесь же находится 10 пинов. То есть данная часть подключается в ИПБ в разъем RJ50, к серверу подключается через USB. Если же COM-портом, то соединяем COM-портом. COM-порт на данных ИПБ имеет следующую схему. Она отличается от обычных ИПБ. Если подключить обычный кабель COM-порт от обычной ИПБ, данная ИПБ просто-напросто выключится и выключит за собой все, что к ней подключено. Кабель имеет следующую маркировку. Если у вас кабель следующей маркировки, он подойдет для ИПБ марки APC. Схема USB LAN, как можно обжать самим. Подключение, данная маркировка 940 0024E на кабеле COM-порт. Здесь расписана распиновка и какой пин за какой провод отвечает. После того, как подключили ИПБ к серверу, далее нам нужно скачать утилиту. Утилиту можно скачать на официальном сайте. Заходите в данный раздел сайта. Здесь на данный момент доступна последняя версия. На момент съемки это 10-я версия данной утилиты. И версия 9.5 для 32-разрядных систем. Для 64-битных это 10-я версия. Загружаем данную утилиту. После того, как скачали данную утилиту, ИПБ мы подключили уже к серверу. Запускаем данную утилиту на установку. Нажимаем «Да». Происходит извлечение. Запускается установка. Нажимаем «Далее». Принимаем. Нажимаем «Да». Путь установки, куда будет устанавливаться данная программа. Нажимаем «Далее». Далее программа нам автоматически предлагает определить порт, к которому подключена батарея. То есть это будет COM-порт, либо это будет USB. Здесь нажимаем «Да». Идет определение переборка, то есть сперва COM-портов, после идет USB. Если батарея не найдена, то есть она не подключена, данная программа не установится. Если батарея подключена, порт обнаружится и установка продолжится. На этом этапе есть нюанс. Если мы установили уже конкретный кабель, в дальнейшем, чтобы его поменять, нужно полностью удалить программу и заново установить уже с новым кабелем, с новым подключением. Если мы сперва сделали COM-порт, потом решили перейти на USB, то данная программа у нас не увидит ИПБ. То есть переподключение различных кабелей происходит только посредством удаления и снова установки данной программы. После того, как мы подключили, кабель у нас определился, к какому разъему он подключен. Далее система запросит создать логин-пароль. При создании логина-пароля в дальнейшем его изменить будет нельзя. Опять же, можно его изменить только удалив полностью данную утилиту и поставив ее заново, и потом нужно ее будет настраивать снова. Либо же, если мы меняем батарею, допустим, у нас была 2200, мы меняем на такую же 2200. То есть модель одинаковая, но серийная номера батареи разные, данная батарея также работать не будет. Нужно опять же удалять программу и заново ее устанавливать. Иначе она напишет то, что батарея не подключена. Возможно, батареи, подключенные по USB, будут определяться без переустановки программы, но в нашем случае, по большей части, когда мы меняли батареи, они у нас не определялись. Нужно было переустанавливать данную утилиту. Если данная программа у нас не увидела в разъеме подключенной батареи, она предлагает выбрать вручную, либо еще раз выбрать его автоматически. То есть, если вы запустили установку, но забыли подключить, подключаете батарею и нажимаете «Определить автоматически», либо указываете вручную данное подключение. У меня же на данном компьютере батарея не подключена, это просто как образец пример установки. Здесь данная утилита не установится. В принципе, далее остается там ввести логин-пароль и установка завершится. Больше никаких каких-то специфических операций при установке не будет. Переходим далее. После установки на рабочем столе либо пуск все программы у вас появится ярлычок на вход для настроек источника бесперебойного питания. Переходим по данному ярлыку. Здесь у вас будет следующая ссылка. По данной ссылке также можно зайти из сети с другого компьютера, вместо localhost указать данный IP-адрес данного сервера, куда установлено данное ПО для ИПБ. По данному пути, куда установлена программа, в папку агент CMD файл можно положить свой батник, например, для завершения всех остальных серверов, для выключения, когда батарея почти разряжена. Например, у нас к ИПБ подключено несколько серверов, но по факту подключено всего лишь к одному серверу. Данный сервер дает команду на выключение всех остальных серверов
серверов, которые подключены к ИПБ, и все сервера у нас завершают работу. Но здесь нужно учесть то, что с данного сервера должен быть беспарольный доступ ко всем остальным серверам, иначе данная команда не пройдет. Либо же в скрипте прописывать авторизацию на данные сервера, для того, чтобы команда отработала на данном удаленном сервере. На данном сервере уже у нас установлена OMSA, то есть 161 порт по умолчанию у нас уже занят. Для APC мы будем делать другой порт, отличный от 161 порта. Данная утилита для ИПБ, она не использует службу стандартную SNMP. Здесь будет использоваться своя служба, которая также будет работать с SNMP. То есть между собой данные службы друг другу не мешают. У APC будет следующая служба, которая у нас будет работать. Через нее же будет работать SNMP. SNMP настраивается в веб-интерфейсе. Здесь настроек производить никаких не надо. Переходим непосредственно к веб-интерфейсу. Здесь у нас выходит то, что данный сайт не защищен, так как он подключается по HTTPS. На HTTPS здесь у нас выдает то, что сертификат недействителен. Нажимаем дополнительно. Перейти на сайт, все равно разрешить, то есть данное подключение. И мы попадаем в форму запроса логина, пароля. Здесь мы указываем наш заданный логин и пароль при установке данной утилиты, после чего жмем авторизоваться и попадаем в веб-интерфейс. После того, как попали в веб-интерфейс, здесь у нас, если батарея определилась, выйдет марка батареи. Здесь будет написано, на каком сервере установлена утилита, откуда идет данная веб-страница. Далее будет статус, то, что устройство находится в режиме онлайн. Нагрузка на данное устройство 9,1%. Здесь он нам пишет оставшееся время выполнения, температура данных батарей, загруженность, загрузка в амперах. Статус. Здесь у нас входящее напряжение и исходящее напряжение, которое у нас пришло от розетки и которое у нас уже вышло из источника бесперебойного питания для серверов. Далее он указывает частоту в герцах, входящую и исходящую. Статус батарей. Батареи заряжены на 100%. Напряжение батареи составляет 55,3 вольта. Это у нас относится к первой вкладке UPS статус, то есть это домашняя главная страница. Дальше переходим к менеджеру батарей. Здесь у нас указывается дата инсталляции батарей. Здесь батареи менялись, но дата инсталляции не менялась, то есть она указана 2010 годом. Состояние батареи указано нормальное, заряд батарей 100%. Напряжение батарей и оставшееся время работы от батарей. То есть данные батареи при такой нагрузке рассчитаны на 29 минут работы. Диагностика. Здесь мы можем произвести различные тесты. Например, тест якобы у нас отключилось электричество. Здесь мы можем настроить калибровку батарей. То есть после замены батареи заходим в данный раздел. Батарея заряжается до 100%. Далее отключается внешнее питание автоматически. Батарея разряжается до определенного процента, 15 или 20%. Потом батарея начинает заряжаться обратно. Данные характеристики рассматривают батарея, насколько быстро они разрядились, при какой нагрузке, за какое время они зарядились. И делают вывод, нормальные ли батареи или батареи нужно уже менять. То есть они быстро разрядились, то есть они уже не держат нагрузку и быстро зарядились, то данные батареи уже нужно менять. Данная настройка задается, например, на каждые 14 дней. То есть он автоматически будет их тестировать каждые 14 дней. Тест оповещения также можно проверить, то есть это звуковая сигнализация, световая сигнализация. Как отрабатывать данные ИПБ. Все это можно выставить на периодичность дней, то есть каждые 7 дней проверять, каждые 14 дней проверять, либо при включении данной батареи, либо не проводить тесты вообще. Мы везде выставляли все на 14 дней. Переходим на первой вкладке к последнему разделу. Здесь у нас следующие настройки. Выходное напряжение задается в диапазоне от 220 вольт до 240 вольт. По умолчанию стоит 230 вольт. Далее задается высокое напряжение. По умолчанию стоит 253 вольт. Можно сделать его до 265 вольт, но желательно ставить так, как есть, так как при более высоком напряжении может оборудование выйти из строя. Низкое напряжение. Низкое напряжение у нас означает, от скольки вольт будет задействован АВР на повышение напряжения. То есть если у нас напряжение опускается ниже 207 вольт, оно автоматически будет поднято за счет аккумуляторов до 230 вольт, которое у нас задано в самом верху. Плюс-минус несколько вольт. Чувствительность к качеству питания, режим выставлен нормальный. Есть уменьшенный, есть низкий. Ниже выставляется имя UPS, можно выставить имя района, где установлен данный APS. Далее выставляем, включено ли у нас оповещение. В данном случае оно включено. Ниже у нас идет уровень зарядки и температура. Здесь я оставил все по дефолтным настройкам.
Как работает AVR? AVR это у нас автоматический регулятор напряжения. То есть, если мы задаем напряжение 220, 230 или 240 вольт, оно не влияет на понижение напряжения, оно работает только на повышение напряжения, если у нас напряжение просело в сети. Повышение напряжения происходит за счет аккумуляторов. Например, забегая немного вперед, показания через Zabbix. Здесь у нас происходит повышение напряжения. Сперва у нас идет нормальный режим. Это у нас двойка 207 вольт, выходное 208, но так как тут разница во времени, напряжение плюс-минус плавает, соответственно здесь разница в напряжении. Далее напряжение у нас просело до 195 вольт, пошло повышение напряжения, это цифра 4. После повышения напряжения источник бесперебойного питания нам выдал на выходе 224 вольта. Здесь немножко не в том порядке расположены, так как элементы опрашиваются через определенный промежуток времени и порядок запросов отличается на данных элементах. То есть входное напряжение у нас пришел в 34 секунды, выходное у нас пришел в 37, а статус пришел в 44. Соответственно, статус должен был быть где-то здесь посередине, то есть то, что напряжение просело, оно стало на повышение и уже выходное. Но так как элементы запрашиваются в своем порядке, немножко здесь отличаются. Но смысл понятен. Здесь, например, у нас просило до 200 вольт, включилось повышение напряжения, на выходе у нас 230 вольт. Здесь у нас нормальный режим, 208 пришло, 208 и вышло. Аналогичная схема есть также на понижение напряжения. То есть пришло 253 вольта, автоматически включилось понижение напряжения, понизилось до 224 вольт. Пришло 252 вольта, понизилось на 224. Пришло 253 вольта, понизилось на 223. Здесь 250 вольт, быстрее всего, что здесь упало напряжение чуть позже до 221, либо 222, и включился нормальный режим и отдало на выход 221 вольт. Например, также здесь пришло 240 вольт, на выход оно также дало 240 вольт. То есть здесь понижение напряжения уже не было. Также была найдена следующая информация, насколько она достоверна, я сказать не могу, что на некоторых ИПБ при выставленном 208 вольтах нижнего напряжения повышение напряжения уже включается ниже 214 вольт, отключается при выше 216,32 вольт. Если у нас выставлено 204, оно у нас включается при 210 и отключается при 212. При 200 оно у нас включается при 206, отключается при 208. Насколько это правильно для АПЦ, я сказать не могу, но вот такие вот данные. Более подробно о повышении и понижении напряжения можно посмотреть на примере ИПБ ИПАН. Здесь я описал, как можно сделать инвектор своими руками из 12 вольт 220. Также внизу есть видеоролики на данную переделку подробно, что и как делаться. Данные ролики не мои, данные ролики взяты с интернета, найдены на ютубе. Я же делал только описание по данным роликам, плюс ту информацию, которую находил в интернете. Кому интересно, можете рассмотреть данную статью как пример. Переходим далее. Переходим к следующей вкладке и настраиваем журнал конфигурации. Здесь выставляем по критическим ошибкам, какие действия следует выполнять. То есть здесь у нас выключение, отправка на электронную почту. Также здесь включено логирование, то есть запись данных в лог. Дальше, внимание! Здесь выставлены следующие настройки. Логирование у нас проставлено везде. Отправка на электронную почту здесь выставлена следующим образом. Ниже информационные проблемы. Логирование опять же выставлено полностью. Отправка на электронную почту выставлено 3 критерия. Здесь вы задаете настройки, как нужно вам. Далее идет настройка электронной почты. Здесь указывается сервер, через который будет отправляться электронная почта. Адрес почты, от имени которой будет отправляться почта. Порт по умолчанию 25. Использоваться ли SSL, в данном случае SSL не используется. Здесь указывается, кому будет отправляться данное письмо, адрес получателя. Ниже включаем авторизацию электронной почты, указываем адрес отправителя, вводим пароль, повторяем данный пароль. Внизу указываем контактную информацию. Имя, кому отправляем, и геолокацию, то есть где данное оборудование расположено. Можно задать широту, долготу, либо просто указать адрес, либо район, город или что-то другое. Следующий раздел это SNMP настройки. Данные настройки нам потребуются для Zabbix. Здесь настраиваем SNMP версии 1, добавляем профиль. Например, добавляем профиль, указываем имя public, далее указываем IP-адрес Zabbix, доступ только чтение и сохраняем данный профиль.
Данная настройка будет работать на версии 1. Ниже есть версия 3. Здесь уже с авторизацией, то есть здесь добавляете профиль, указываете логин, пароль для авторизации. Ниже настраиваем SNMP Traps, то есть ИПБ нам будет данные присылать сама без запроса. Здесь доступны следующие настройки: UPS критический журнал, то есть отправка из журнала. Здесь включаем. Ожидание в секундах. Здесь оставляем 0. Повтор через 1 секунду, если не удалось отправить. Здесь выставляем время. Ниже параметр. Здесь отправка SNMP трапа, когда происходит очистка. То есть его можно включить. Если у нас происходит очистка лога, данный трапс у нас делает отправку. Здесь у нас еще одна настройка отправки событий. Также можно ее включить. Ниже добавляем, куда отправлять данный трап. Здесь указываем IP-адрес Zabbix. Можно включить SNMP версии 3 с логином, паролем. Либо можно включить SNMP версии 1 и указать имя комьюнити. Порт здесь желательно поменять на какой-то другой, так как в самой операционной системе у нас уже может использоваться 162 порт, как используется 161 порт. Поэтому здесь желательно указать другой порт, так как получается на одном сервере у нас уже используется и 161, и 162 порт. Для источника бесперебойного питания указываем немножко другие порты. Сохраняем данные настройки. Ниже у нас выставлен ID для SNMP. Оставляем его по умолчанию, как он есть. И уже непосредственно для SNMP указываем отличный порт от Windows. То есть вместо 162, например, указываем 168. Применяем данные настройки для SNMP. Ниже у нас располагается продуктовый центр, то есть здесь открывается сайт производителя. Третья вкладка у нас это настройка инициализация по умолчанию, которая у нас выходит первый раз после подключения к данному веб-интерфейсу. Настройки выключения. Здесь задаются настройки на выключение. Указывается время. Здесь мы указываем наш пользовательский скрипт, который мы создали для выключения остальных серверов. Также здесь имеются другие настройки. Далее у нас идут следующие подразделы по выключению. Здесь у нас календарь. Далее в данных разделах мы оставляем все настройки по умолчанию. Предпоследняя вкладка. Здесь можно настроить, сколько потребляет киловатт в час по стоимости к рублям. И за определенный промежуток времени можно посмотреть, сколько у нас потребилось электричества. Здесь непосредственно задаются настройки. Последняя вкладка «Лог». Здесь можно непосредственно просмотреть данный лог, что у нас происходило, во сколько времени, входящее напряжение, исходящее напряжение, заряд батареи в процентах, частота в герцах входящая, частота в герцах исходящая, нагрузка на источник бесперебойного питания, температура данного источника бесперебойного питания. То есть, если у нас нету каких-то определенных данных в Zabbix, так как элемент у нас запрашивается, допустим, каждые 3 минуты, либо каждые 5 минут, и у нас может быть то, что какие-то данные мы упустили. Более подробно все данные мы можем просмотреть в данном логе. Настройка лога. Лог у нас настроен следующим образом. Размер лога здесь выставлено 1000. Хранить 1 месяц. Данный лог включен. Далее у нас идет пользовательский лог. Также стоит 1 месяц. Ниже выставлено время 20 минут. После того, как произвели все настройки в данном веб-интерфейсе, переходим к настройке Zabbix. Скачиваем шаблон. Шаблон на Zabbix Share оригинальной английской версии. Либо же можно скачать у меня шаблон, уже переведенный на русский язык, со всеми преобразованиями для данного шаблона. Также доступна английская и русская версия преобразований. Непосредственно сам шаблон. Присоединенных шаблонов нет, теги нет, макросы. Есть только унаследованные макросы из шаблонов. Группы элементов 4 группы. Элементы данных 24. Здесь у нас содержатся следующие элементы. Триггеры 16. В данном триггере поправлена частота от 49 до 51, так как бывает меняться частота 49-50, и триггер очень часто срабатывает, потому сделано от 49 до 51 входная частота в герцах. Графики 7 графиков. Далее создаем узел
Пишем имя, например, это APC01 Smart UPS 2200. Видимо, имя в том районе, где он установлен. Группа, в моем случае, это IPB электрика. Далее указываем IP-адрес нашего сервера, хоста, к которому подключена батарея. Указываем 168 порт, так как мы его задали при настройке. Также здесь можно добавить, указать, принимать SNP Trap, но в дальнейшем нужно его еще будет настроить. Подключаем наш шаблон для IPB. Далее у нас опросятся наши элементы. Также можно просмотреть графики. Напряжение вход-выход. Также при необходимости можно создать график сравнения. В графике сравнения можно указать входное напряжение, выходное напряжение и состояние выхода. Здесь при изменении входного напряжения будет меняться состояние выхода. Если входное напряжение либо превысило допустимые рамки, либо наоборот оно слишком снизилось. Состояние выхода будет также меняться значениями в цифрах, которые означают те или иные статусы. Графики более удобнее смотреть, это вкладка мониторинг, графики. Здесь создаем наш узел, выбираем график, можем выставить его уже по определенному времени, за определенный промежуток времени. Далее можем уже посмотреть не в виде графика, а в виде значений, которые я приводил в примере. Также можем просмотреть последние данные. Выбираем наш UPS. Здесь у нас прописывается заряд батареи. Также можем просмотреть график. Например, выбираем за последние 6 часов. Например, нас интересует входное напряжение. Переходим к графику. Выбираем график за последний день. Смотрим, в каком диапазоне у нас менялось напряжение в сети. Срабатывал ли какой-то у нас из триггеров на данном графике. В данном случае здесь триггеры не срабатывали. Также на основе вкладки мониторинг во вкладке проблемы можем просмотреть, насколько часто по ИПБ у нас идут срабатывания и как долго данное срабатывание держится. То есть у нас идет, например, понижение напряжения ниже 196 вольт. Например, здесь было 10 минут, 4 минуты. То есть в данном случае в источнике бесперебойного питания у нас используются батареи для повышения напряжения. После того, как напряжение нормализовалось, батареи обратно переходили на заряд. После чего, если повторно напряжение падало, у нас также АКБ использовалось для поднятия повышения напряжений. Если данные ситуации часто повторяются, либо на очень долгий промежуток времени, в данном случае необходимо вызывать работников-поставщиков электроэнергии, чтобы они с данным вопросом разбирались, иначе наши АКБ в таком состоянии долго не наработают и придется производить их замену очень часто. Исходя из графика и исходя с срабатываний триггеров, решаем данный вопрос. Допустимое отклонение от нормы 220 составляет 10%. Например, для сети в 230 вольт допустимое отклонение составляет 207 вольт до 253 вольта. Если колебания происходят больше пределов допуска, данную проблему необходимо решать. Делать заявку, либо должны подвести новую линию, либо переключить на другую фазу, или принять еще какие-то меры для устранения данной проблемы. Также при заниженном напряжении расход электроэнергии увеличиваться, так же как и при занижении частоты. Частота ниже 50 Гц, также будет происходить увеличение потребления электроэнергии. Также стоит учитывать категорию электропотребителей. Возможно, кто-то об этом уже знал, возможно, кто-то об этом слышит впервые, но электроэнергия также подразделяется на категории. Есть электроприемники первой категории. Данные приемники запитываются с двух независимых электроподстанций. Если одна выходит из строя, либо переходит на обслуживание, либо какой-то ремонт, автоматически происходит переключение на вторую электроподстанцию. После ремонтных работ электроснабжение от второй подстанции обратно у нас возобновляется. Если же у нас отключаются обе подстанции по каким-то причинам, у нас должен быть дизель-генератор, либо ветрогенератор, солнечные панели, альтернативный источник питания. Также у нас должны быть рассчитаны источники бесперебойного питания на определенное время, которое нужно нам для каких-то действий, чтобы наше оборудование не осталось без электричества. Электроприемники первой категории – это перерыв которых электроснабжение может за собой повлечь опасность для жизни людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. Далее есть электроприемники второй категории. Они также запитаны от двух независимых электроподстанций.
но переключение между подстанциями происходит вручную. Одно дело, когда у вас на этаже находится данный работник, который может вручную переключить эти две электроподстанции, перейти на вторую. Это займет не так много времени. Другой вопрос, если это выезд бригады, бригада может добираться до объекта, например, 4 часа, и 4 часа вы останетесь без электричества. То есть здесь нужно уже просматривать документально, как согласованы данные меры, и опять же учитывать свои источники питания, независимые. Это дизель-генератор, который будет, допустим, заводиться на автомате при отключении электричества, либо он будет запускаться кем-то вручную, сколько у нас должны держать источники бесперебойного питания по времени данное оборудование. Также все рассчитываем. Электроприемники третьей категории. Здесь у нас подразумевается то, что у нас подключена одна линия от одной электроподстанции. Здесь при работе каких-то монтажных либо обрывах восстановление электроэнергии происходит не дольше, чем одни сутки, то есть менее чем за 24 часа. Но в этом случае могут со второй категории перекинуть линию к вам, дать электричество на 1-2 часа, потом снова отключить, и у них опять же есть не более 24 часов на восстановление данной электроэнергии. В год допустимо всего в пределах 72 часов отключения электроэнергии по третьей категории. Возможно, эти данные уже устарели, то есть здесь нужно уточнять. Исходя из данных категорий, нужно учитывать, насколько у вас может отключиться электроэнергия. Например, возьмем такой пример для третьей категории электроприемников. Частный дом, оборудованный котлом отопления. Происходит отключение электроэнергии. Данные собственники говорят, то, что их не предупредили, отключили без их ведома. То, что они об этом не знали, за собой это может повлечь взрыв котла. Возможно, кто-то может находиться в дому, то есть это могут быть пострадавшие. Данный собственник может подать в суд на компанию, предоставляющую услуги электроснабжения, но в данном случае ему будет сказано то, что он подключен к третьей категории электроприемников, и отключение возможно до 24 часов. То есть он должен сам позаботиться о своей безопасности, поставить источники бесперебойного питания, и при отключении либо плановых, либо каких-то внештатных, где-то произошел какой-то обрыв, какого-то замыкания, и пока работники устраняют данную неисправность, у данного собственника должно быть альтернативное электроснабжение на этот промежуток времени. Либо чтобы остановить котел, либо чтобы он продолжил работу на 24 часа. Правильнее, конечно, будет, если, допустим, какие-то плановые работы, и они как-то уведомят данное население данного квартала, то, что будет отключение электроэнергии. Но опять же, если они уведомят это в соцсетях, кто-то это увидит, кто-то не увидит. Они напишут у себя на сайте, но на сайт к ним вряд ли что кто-то зайдет, посмотрит то, что будет отключение, либо уже по факту отключили. Листовки разносить никто не будет, то, что будет производиться данное отключение. А если это отключение вообще внеплановое по каким-то обстоятельствам, то тут вообще как бы предсказать невозможно. Поэтому для третьей категории у вас должны быть альтернативные источники питания. Данные источники периодически лучше проверять, чтобы они нормально функционировали, держали нагрузку и работали определенный промежуток времени, который необходим нам. Также, если вы собираетесь арендовать какое-то помещение, стоит учитывать, какая там проводка, медь или алюминий, какое напряжение сети, до скольки оно может проседать, какие рядом с этим зданием, либо в здании происходят технологические процессы, есть ли рядом какой-то завод, какие-то станки, какое-то оборудование, которое потребляет очень много электроэнергии. Вызвать какого-то специалиста, который сможет замерить вам гармоники, частоты, то есть помимо с частотой 50 Гц у вас в сети может быть какая-то другая частота, например 5000 Гц одновременно. При этом у вас будут перегреваться либо гореть блоки питания, сами трансформаторы, могут выходить из строя конденсаторы. Это все из-за дополнительных гармоник, которые содержатся в данной сети. Также при расчете компьютерной техники подразумевается нелинейное использование сети. То есть линейное — это обычно лампы накаливания, кипятильники, плитки и тому подобное. Нелинейные — это же импульсные, где у нас стоят источники питания, то есть блоки питания, ИПБ, принтеры, факсы, газоразрядные лампы и другие потребители. При нелинейном использовании у нас сечение нулевого проводника должно быть в 2 раза больше или на 30% от сечения провода фазы. Если вы рассчитали то, что вам хватит сечения 2,5 кВт, 2,5 квадрата, то нулевой проводник делаем 4 квадрата. Иначе у вас может сгореть нулевой кабель. Более подробнее обо всем этом приведены 3 видео, в которых об этом рассказывается. Кому интересно узнать более подробнее обо всем этом, посмотрите данные 3 видеоролика. На этом обзор будем считать завершенным.